Есть города, которые не просто впечатляют, а остаются с тобой надолго. Город, о котором пойдет речь в этом видео, именно такой. Здесь история встречается с современностью, а в воздухе витает дух творчества и свободы. Это родина Рубенса, европейская столица бриллиантов и моды. Здесь каждый квартал дышит искусством и стилем. Добро пожаловать в Антверпен. Город, который влюбляет в себя с первого взгляда и навсегда. Из этого видео вы узнаете основную информацию об этом городе. Интересные факты, мы прогуляемся по старому городу. Я расскажу, какие места обязательно стоит посетить, сколько это стоит, где лучше проживать, на чем передвигаться, какой в городе климат и на что стоит обратить внимание. Итак, начнем наше знакомство с этим удивительным городом. Антверпен – это второй по величине город на севере Бельгии, расположен на живописных берегах реки Шельда. Сегодня в Антверпене проживает более 500 тысяч человек. Хотя Антверпен находится в нидерландоязычной части Бельгии, он удивительно многоязычный. Здесь легко услышать французскую речь, арабскую, турецкую или английскую. Это один из самых мультикультурных городов страны, и это чувствуется буквально на каждом шагу, от ресторанов до уличных диалогов. Антверпен является крупным портом и мировым центром обработки и торговли бриллиантами. Наследство от богатой и насыщенной истории современный Антверпен получил огромное количество исторических памятников, соборов, церквей и интересных музеев. В исторических кварталах Антверпена витает дух средневековья. С ними соседствуют великолепные здания, выстроенные в стиле барокко, модерн и арт-деко. Современный Антверпен также известен как центр модной индустрии и дизайна. Перед тем, как продолжить прогулку по городу, вот несколько любопытных и интересных фактов, которые вы, возможно, не знали об Антверпене. Город разделен рекой Шельда, и чтобы связать эти две важные стороны, под рекой проложено несколько туннелей. Именно благодаря им люди и транспорт могут быстро и удобно пересекать реку. Антверпенский порт является вторым по величине в Европе после Роттердама и входит в топ-20 по объему грузооборота в мире. Одним из самых известных людей города является великий художник эпохи барокко Питер Паули Рубенс. Он оказал огромное влияние на искусство и архитектуру Антверпена. Город считается бриллиантовой столицей мира. Около 80% всех необработанных алмазов проходит через Антверпен. Здесь расположена крупнейшая в мире алмазная биржа Antwerp World Diamond District. Вокзал Антверпена, по признанию множества международных рейтингов, является одним из самых красивых железнодорожных вокзалов в мире. Но об этом мы поговорим чуть позже. Теперь давайте разберемся, как добраться до Антверпена и на чем лучше передвигаться по городу. Антверпенский международный аэропорт компактный, но удобный. Находится в районе Дерни, всего в 5 километрах от центра города. Здесь обслуживают небольшие международные рейсы и чартеры. Добраться до и из аэропорта можно всего за 20 минут на автобусе или такси. Главный железнодорожный вокзал Антверпена – Антверпен Центральный. Вокзал обслуживает высокоскоростные поезда в такие бельгийские города, как Брюссель, Гент, Брюгге и другие. Имеет и международные направления, например, Париж, Амстердам, Роттердам, Кёльн. Также из города отправляются междугородние автобусы, курсирующие по многим направлениям Европы. Городской общественный транспорт представлен автобусами и трамваями. Для проезда билеты можно купить у водителя в автомате или онлайн, быстро и удобно. Доступны одноразовые билеты, дневные и недельные проездные. Здесь хорошо развито велосипедное сообщение. Много велосипедных дорожек, прокатных сервисов и велопарковок. Местные активно ими пользуются. В историческом центре нужно иногда быть осторожными из-за брусчатки и узких улочек, но в целом город отлично приспособлен для велосипедистов. С транспортом разобрались, а теперь самое время познакомиться с тем, что же посмотреть в этом удивительном городе. Если вы приедете в Антверпен на поезде, как приехали мы, то одну из главных достопримечательностей вы увидите сразу после выхода из вагона поезда. Это центральный вокзал Антверпена. Он определенно один из самых красивых и величественных вокзалов во всем мире. Его часто включают в списки самых красивых вокзалов мира и называют железнодорожным собором из-за величественного купола и роскошного интерьера. Этот вокзал – это не просто транспортный объект, а настоящий памятник архитектуры. Для удобства путешественников здесь есть магазины, кафе и удобные зоны для ожидания. Обязательно загляните сюда, даже если вы не планируете путешествовать на поезде. Это идеальное место для начала знакомства с городом. Прямо рядом с железнодорожным вокзалом расположен Антверпенский зоопарк, который является одним из старейших зоопарков в мире. Территория разделена на множество зон с разнообразными обитателями, которых здесь проживает более 5000 особей. Здесь вы увидите животных со всех континентов, от величественных слонов до экзотических птиц. Настоящий рай для любителей природы и семей с детьми. Зоопарк активно участвует в международных программах по сохранению редких видов. Например, здесь можно увидеть акапи, западноафриканских львов, тапиров, каал или бонобо. На территории зоопарка есть детские зоны, аквариум, мини-зоопарк для маленьких детей, интерактивные площадки и кафе, где можно отдохнуть и перекусить, и магазины с сувенирами. Здесь можно увидеть необычные здания, например, египетский павильон,
мавританский павильон. Это отличное место для семейного отдыха. Территория компактная, но хорошо организована. За день можно увидеть все без спешки. Билет для взрослого стоит около 35 евро, школьникам и студентам около 30 евро, маленьким детям посещение бесплатно. Можно приобрести на месте, но выгоднее покупать билеты онлайн. В самом центре города находится площадь и городской рынок Гроте-Маркт. Это идеальное место, чтобы почувствовать атмосферу средневекового Антверпена. Уютные кафе, уличные музыканты и оживленная культурная жизнь круглый год. На площади находится огромный фонтан Браба. Здесь же возвышается архитектурная жемчужина Антверпена – кафедральный собор Девы Марии. Это самый большой готический собор в Бельгии. Внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Великолепная башня, возвышающаяся над зданием собора, видна со всех точек города. Ее высота составляет 123 метра. Внутри хранятся несколько шедевров Рубенса. Напротив главного входа в собор Антверпенской Богоматери можно увидеть милую скульптуру Нелла и Патраш, мальчика с собакой, укрывшихся под одеялом. Это история о мальчике-сироте Нелла, который мечтал стать художником, вдохновляясь работами Рубенса. Ему так и не удалось увидеть картины художника. Мальчик уснул со своим верным псом у дверей собора, они замерзли и больше не проснулись. Памятник напоминает о любви, преданности и человечности. Городская ратуша, расположенная также на площади Гроте-Маркт, это не только административное здание, но и символ богатой истории и культурного наследия города. Она была построена в XVI веке, когда Антверпен был торговой столицей Европы. Антверпенская фондовая биржа. Здание было построено в XVI веке. Это было место, где встречались купцы со всей Европы, вели переговоры, заключали торговые сделки, обменивались новостями и устанавливали связи. Биржа пережила 2 крупных пожара, после которых зданию потребовалось полное восстановление. Сейчас здание функционирует как многофункциональный культурный центр. Здесь проводятся выставки, концерты, конференции и другие мероприятия. Посещение Антверпенской биржи бесплатно. Замок Стен – одна из старейших и узнаваемых достопримечательностей Антверпена. Такое название замок получил потому, что это была первая каменная крепость на месте деревянных укреплений, которые были ранее. Изначально здесь был один из входов в город, рядом с рекой Шельде, и крепость защищала город от врагов. Сейчас в замке расположен Национальный музей мореплавания. У замка Стен расположена статуя длинного вапера, персонажа местного фольклора. Это гигантский страж, который, согласно легенде, охранял город от врагов. Если вы посещаете только информационный центр и смотровую площадку, то вход в замок бесплатный. В городе есть самая шумная пешеходная улица Мейер. Находится она недалеко от вокзала. На ней расположено множество магазинов одежды, обуви и косметики. Также здесь находится самый популярный торговый центр Статсфитзал, бывший концертный зал, превращенный в роскошный торговый центр. Интерьер здания украшен мраморными полами, золотыми колоннами и стеклянным куполом, создавая атмосферу дворца, а не обычного торгового центра. Здесь расположилось множество магазинов и кафе, где можно отдохнуть и насладиться элегантной обстановкой. В самом центре Антверпена, под спокойной гладью реки Шельда, скрыт один из самых атмосферных и неожиданных маршрутов города – туннель Святой Анны. Этот пешеходный туннель соединяет исторический центр с левым берегом. Здесь до сих пор работают оригинальные деревянные эскалаторы. Это не просто переход через реку, а погружение в атмосферу арт-деко. Стены, выложенные белой плиткой, отражают свет, создавая загадочную атмосферу, а эхо шагов напоминает, что мы действительно находимся под рекой. И уже с первых шагов кажется, что ты попал в прошлое. Теперь давайте разберемся, где лучше проживать в Антверпене. Выбор отеля зависит от ваших предпочтений и возможностей. Есть отели на любой вкус. От роскошных спа-отелей в старинных зданиях до стильных бюджетных мест. Наш выбор пал на отель в районе центрального вокзала. Здесь удобно останавливаться, если вы планируете поездки из Антверпена по другим городам. До центра города, зоопарка, улицы Мейер подать рукой. В любом случае имейте в виду, что Антверпен очень компактный пешеходный город. До многих достопримечательностей легко добраться пешком. Отдельно упомяну о погоде. Нужно брать во внимание, что она здесь переменчивая. Климат в городе умеренно морской. Зимы прохладные и влажные, со средней температурой от +1 до +6 градусов. Лето теплое, не слишком жаркое. Дожди бывают в любое время года, так что зонт в рюкзаке точно не будет лишним. Комфортнее всего знакомиться с Антверпеном в летние месяцы, когда количество осадков минимальное и стоит теплая погода. Антверпен – город, который словно дышит искусством, и каждая улица в нем хранит свою уникальную историю. Он очень динамичен, заряжает, удивляет, вдохновляет и остается в памяти. Старинная архитектура и современный дизайн, музей с мировыми шедеврами, уютные кофейни и расслабленная атмосфера города. Это определенно то место, куда захочется вернуться. Если вы любите путешествия так же, как и мы, подписывайтесь на наш канал. Вместе мы отправимся в самые удивительные уголки планеты, откроем секреты разных стран и городов. Не пропустите наши новые истории, впереди еще столько интересного.